Привет! Рада вас снова видеть! У нас в Екатеринбурге продлили режим самоизоляции на неопределенный период, поэтому мы продолжаем сидеть дома, но сидим мы не просто так, а мы учимся чему-то новому. Вот, например, мы с вами сейчас учимся делать прически самой себе, чтобы вы потом вышли после карантина и все удивились, как вы поменялись, как вы можете сделать классные укладки и сборки на свои волосы. Это кот на плиту залез. Ну-ка, продолжаем. Я покажу вам высокий пучок с элементом, который придает некую изюминку этой прическе. Так что смотрите и повторяйте. Наш самый первый шаг – это деление, как вы уже все знаете. Итак, если вы хотите немного объема спереди, тогда нам нужно отделить прямоугольник от уголков бровей. Раз, с этой стороны. Толщина примерно 5 сантиметров. Вот эту часть мы с вами скручиваем в жгутик, чтобы она не мешалась. А все эти волосы мы убираем в высокий хвост. Я думаю, что вы понимаете, что высота вашего хвоста определяет высоту пучка. Всегда, когда я делаю высокий хвост, мне легче наклонить голову вперед и затем уже расческой вычесать все до гладкости, чтобы не было никаких петухов. Затем я поднимаю голову, чтобы проверить, по центру ли я наметила свой хвост, и также приглаживаю расческой все неровности и бугорки. Обязательно воспользуйтесь лаком, чтобы приклеить все маленькие волосы по бокам и сзади. Хвост готов, осталось его собрать. Если хотите немного подтянуть его вперед, тогда просто вот таким движением мы можем его немного сдвинуть. А теперь наш бугорок. Гладко расчесываю эту прядь, затем делаю легкий оборот в любую сторону и немного выдвигаю вперед для объема. Фиксирую временно шпилькой, чтобы, если что, добавить еще немного объема. А вы заметили, что в промежутках у нас всегда получаются какие-то прически? И этот хвост тоже имеет право быть, просто нужно начесать немного хвост, чтобы в этом месте было более объемно. И вуаля, готово! Классно, мне нравится. Теперь я закалываю нашу центральную прядь невидимками, чтобы она у нас крепко держалась. И мы могли делать с волосами все, что нам нужно. Эту прядь, что я только что зафиксировала, я оставляю для элемента и продолжаю работать с хвостом. Мне хочется сделать естественный легкий пучок, поэтому я аккуратно начесываю хвост, затем делаю легкий оборот жгута. Направление здесь значения не имеет, куда поведет ваша рука. И затем оборачиваю этот жгут вокруг основания хвоста и при этом фиксирую невидимки в тех местах, где считаю нужным. Главное, чтобы пучок оставался неподвижным. Самый последний наш этап – это элемент, как я и обещала. Я разделила прядь на две и вращаю их между собой, таким образом получая что-то типа жгута. Если хотите, можете сделать косу. Здесь без разницы, какой элемент вы сделаете. Это у нас просто для того, чтобы разбавить наш пучок. Фиксирую лаком, чтобы он у нас был гладким. И смотрите, рукой прямо по направлению жгута приглаживаю все мелкие волосы. Завожу прядь на пучок. И здесь важный момент. Я беру шпильку и смотрите, как я фиксирую вдоль волос, вдоль направления. И закрываю пальцами. Зарываю ее внутри. Если бы я поставила шпильку поперек, ее было бы видно. Но вы же сами видите, что для этого пучка надо максимум минут 10. И он готов. Можно идти на выход. Если бы. Надеюсь, в мае это уже можно будет выгулить наши прически. Как вы думаете? Оставляйте свои заявки на следующие прически. Мне очень интересно, что бы вы хотели еще увидеть. Спасибо, что досмотрели, и увидимся в следующем видео.